Всем привет, дорогие зрители! Сегодня такое видео, ну как сказать, в общем, я стараюсь, конечно, реагировать на комментарии, но зачастую у меня это не получается. Отреагировать на каждый ваш комментарий. Поэтому я решила сделать такое видео по очень таким однотипным комментариям, потому что их уже очень много накопилось, поэтому сегодня такое видео. Да, отдельный привет Светлане из Казанки. Света, привет тебе. Ну вот, например, не так давно, начну немножко с негатива, да. Не так давно прилетел комментарий мне по поводу того, что у меня косноязычная речь. Я, конечно, погуглила, что это такое, я первый раз об этом слышу. Никогда в жизни даже не слышала об этом. Оказывается, это когда у человека маленький словарный запас и боязнь публики, камеры, ну, я не знаю. Ну, как бы хочу ответить, да, я совсем недавно вообще на Ютубе, где-то еще вот так публично, и не ради прихоти я здесь вот это вот колобродюся, да. Все прекрасно понимают, зачем люди открывают каналы и все прочее. Для заработка, в надежде на то, что YouTube принесет какие-то деньги. Монетизацию я получила, но ни разу еще ничего не выводила. И хочу вот объяснить по поводу того, что якобы много рекламы в ролике. Я стараюсь ее ставить по минимуму. То есть 2-3 паузы за 10 минут. Я не виновата, если YouTube вляпает туда еще. Поэтому это уже происходит без меня, это ко мне не может быть претензий. И самая лучшая награда для блогера – это просмотр рекламной паузы. За это капают центики, поэтому центик к центику собираются доллары. Ну, по поводу вот моей якобы неграмотной речи. Нет, я не обиделась. Вот вы пишете не в обиду и все прочее. Нет, я не обиделась. Я не из обидчивых людей. Я прекрасно воспринимаю критику. Я никогда не обижусь. Даже если я обижусь, я буквально через 2 часа отхожу. Ну, такой я человек. Поэтому я на вас не обиделась ни в коем случае, ни в коем разе. Но переделывать меня, ломать себя уже поздно. Мне как бы уже пятый десяток, и поэтому я думаю, что это уже поздно. Очень поздно. Сейчас я тут найду. Я тут себе выписала комментарии. Такие более, самые распространенные. Да, девочки, мальчики, у меня есть второй канал, я открыла такой вот о жизни влоговый. Мне там очень нужны подписчики. Я ставлю, конечно, обязательно подсказочку вверху в углу. Просто подпишитесь, пожалуйста. Можно не смотреть, просто нужна подписка. Всем огромное заранее спасибо. Вообще очень радует, что последние 2 месяца на канале очень много новых людей, чем я билась больше года, и ходили люди, ну, как сказать, которым это не особо было интересно, а ну, просто из-за того, что просто ходили и смотрели. А вообще последние 2 месяца, да, очень много новых людей. И комментарии в основном все положительные. Я этому очень рада. Все как бы хвалят, нам нравятся ваши мастер-классы и все прочее. Некоторые даже дают советы. Вот, например, там попробуйте 3 вечера прополоскать горло вот этим раствором. Короче, вам поможет, все дела. Очень мне это импонирует. Некоторые пишут, что вот о прочности наших вещей. Вот Олеся написала, что она сплела маме сумку когда-то.
уже давно. Она ее уже 7 лет, говорит, на работу носит. И хочу заметить, что она тогда еще не могла качественно обрабатывать трубочки. Вот и я хочу сказать, что наши изделия, они долговечные. Ну, если вы плетете, вы, конечно, знаете об этом, что они прослужат не 1 год. Несмотря на то, что это бумага, вот многих это пугает. Но я рада, что ко мне ходят люди те, которые знают об этом. Хотя есть такие, что за что вы берете такие деньги, типа, это же бумага. Но в одном своем видео я уже, конечно, рассказывала, из чего складывается цена и все прочее. Я там рассчитала, под тем видео вообще прям дискуссии развились, я рассчитала стоимость только моих затрат и мой труд. Естественно, я еще накину коэффициент. То, что все без исключения писали, что Таня, это дешево. Да, я понимаю, что это дешево. Это очень дешево, то, что я там озвучила, да. Но, естественно, я накину еще. Я просто показала человеку, что как складывается цена. То есть не ниже именно вот этой суммы она продастся. Совсем не ниже, а не так, как вы хотите за 200 рублей. Вот и все дела. Идем дальше. Вот по поводу обработки трубочек. Много очень пишут, что, мол, я показываю как. Естественно, будет ссылочка в описании, если кто-то не видел, как я это делаю. Многие пишут, что вот все говорят, что после покраски трубочки нужно высушить основательно, а только потом начинать их обрабатывать. Я этого не делаю. И после покраски, дав им чуть-чуть подсохнуть, как только начинает подсыхать самый верхний слой скрутки, я начинаю их уже покрывать лаком, чистым лаком, без воды. Почему я так делаю? Я не помню уже, когда я к этому и как пришла, но как-то, наверное, прямо быстро и уже очень давно. И попробовав вот это, мне очень понравился этот способ. Опять же, потом отпадает всякая необходимость грунтовать готовое изделие, совершенно причем. Поэтому я не вижу смысла как-то мучиться, что-то еще. Я их покрываю просто лаком. Тут же несу, не дав им, я не просто их ложу на стол и перетряхиваю, нет. Я их тут же несу под фен. Горячий фен. Начинаю обдувать горячим феном. Потом я начинаю обдувать его холодным воздухом. Ну, в любом фене можно поставить горячий воздух, можно холодный. Потом я их обдуваю холодным воздухом. И в руках вот так вот еще теребю. И получается вот такой эффект. Она внутри влажная, прямо вот она еще совсем почти мокрая. Но снаружи она уже гладкая, лакированная и сухая. И вот в этот момент я ложу их в пакет, кончики оставляю открытыми. И с одной стороны, и с другой стороны. И ложу в морозилку. Такие трубочки у меня, на моем опыте, хранились 2 недели. Дольше они у меня не лежали, потому что не было в этом необходимости. Я их вырабатывала. Может быть, они могут и дольше пролежать, не знаю. Но они... После заморозки их, конечно, можно вытащить и положить на верхнюю полку холодильника. И вот на верхней полке холодильника они у меня хранились. И довольно-таки длительное время. И также их вытаскиваешь, и ими можно плести. Их не нужно дополнительно увлажнять, как-то еще. Идем дальше. По поводу вот этой моей новой загибки. Да, я ее придумала сама. Совершенно сама вот сидела, придумала и тут же начала снимать. И на следующий день я это выложила. Тут, конечно, многие там рукотворница, изобретательница и все прочее. Мне приятно, спасибо. Очень много комментариев по поводу того, что нет слова ложим, есть слово кладем. Ну, не знаю, я это говорила с детства. Мама, папа от меня так научили, мама, папа так разговаривали. Ну не знаю, уже меня не переделать. Ну, где-то я могу сказать кладем, где-то могу сказать положила, ложить. Еще хочу сказать, что я никогда ничего не переснимаю. Вот если я что-то снимаю, вот как есть, так оно и есть. Я
никогда не переснимаю, не вырезаю. Вот есть и есть. Вот, ну, вот такой я простой, открытый человек. Ну, не знаю. Во мне текут украинские корни. Мои мама, папа украинцы, поэтому слово «шо» и «г» оно иногда присутствует. Я, конечно, пытаюсь как-то по-другому говорить, но иногда проскакивает. Уж извините, ну, как говорю, так говорю. Много комментариев, где можно найти начало на то или иное изделие. В каждом видео, вот в правом верхнем углу вылазит такая белая строчка. Рекомендуем плетение из газетных трубочек. Это подсказка на мой плейлист. Если вы нажмете на это, вы попадете именно на мой плейлист. Именно по плетению, и там вы все можете найти, что вас интересует, если, конечно, оно у меня есть на канале. Вообще, конечно, я сейчас уже буду разбивать. Обычное плетение и корневое я сделаю 2 отдельных плейлиста. Много там, вот много пишут, сколько ушло трубочек, а какой диаметр. Обычно диаметр я проговариваю или пишу на видео цифрами. Если я этого не сделала в видео, то обязательно нажмите в описание под видео, зайдите, и вы там обязательно будет прописано. По крайней мере, я стараюсь не забывать это делать. По поводу того, что сколько ушло трубочек, ну, обычно я их никогда не считаю. Я навскидку, вот я, допустим, ну, не знаю, может, у меня уже глаз наметан, да, если я собралась что-то плести, я уже понимаю, сколько трубочек мне надо, ну, хотя бы приблизительно. Поэтому я накрутила нужное количество мне. Остались, не остались, значит, я доделала. Всегда оставляю, конечно, раствор морилки, именно тот, которым я красила. Загибка понравилась, мне приятно, да, загибка новая, мне приятно, что она вам понравилась. Кто-то дает дельные очень советы, женщины, даже мужчины. Вот у меня есть зрительница Ирина Посолиди. Ирина, привет, и вам тоже, по-моему, в Мадриде, да, вы живете? Ну, не Штирлиц я. Но вообще, я так поняла, что вы моя землячка, да? Вы раньше жили здесь, в России, в Краснодарском крае. Я так понимаю, да? Ну, это же прекрасно, господи. Ну, по поводу платных мастер-классов, да, ну, не знаю, я еще не дошла до этого и вряд ли когда-нибудь дойду. Мне достаточно того, что вы смотрите рекламные паузы. За это идут мне денежки. Конечно, хотелось бы больше, не спорю. Мне очень это надо, но как есть, так есть. Ну, не знаю, может, я когда-то обнаглею, как и все прочие. Ну, всяко может быть. Ну, посмотрим. Пока нет. Пока нет, пока платных мастер-классов я даже не думаю об этом. Не знаю, мне стыдно как-то за это будет деньги брать. Ну, не знаю, что будет в будущем. Сразу говорю. Вот по поводу того, что как вы лаком обработали трубочки и ложите в холодильник, типа, а что ж, запах будет какой в холодильнике? Или у вас типа спецхолодильник? Нет, никакого специального холодильника у меня нет. Может быть, вы случайно зашли или еще что-то, но лаком мы пользуемся акриловым. Акриловый лак, он без запаха. По поводу что типа трубочки можно сбрызнуть полиролью для мебели. Не знаю, не пробовала и думаю, что я и даже и пытаться не буду, потому что я стараюсь по минимуму. Вот по самому минимальному минимуму закупать материал, чтобы изделие выходило как можно дешевле по себестоимости. Поэтому вот так как-то. По поводу моего инструмента. Это я пользуюсь ножницами.
И вот такой у меня есть инструмент. Это старая отвертка. Вот этот кончик мне он очень помогает при наращивании трубочек. А здесь, с этой стороны, здесь была ручка, ее сняли. И муж вот заточил, и этот инструмент вот вместо шпажки, вместо шила, он очень мне везде помогает. По поводу того, что обязательно ли сушить феном. Да, обязательно. И трубочкам нужно создать шок-эффект. Сначала горячим воздухом, потом резко холодным. И вот тогда они будут гладкими, податливыми, и после этого их в морозилку. Но прежде их нужно остудить. Ни в коем разе горячими не ложить в пакет, иначе они слипнутся. Я их вот так делаю. Раз, 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 вот взяла пучок трубочек и вот с обоих сторон вот так их перевернула, чтобы они были холодные. Вот и все премудрости. В таком виде трубочки, ну, на моей памяти хранятся 2 недели. Вот кто-то рассказал, что остатки клея обтирают об следующую полоску бумаги. Так трубочки лучше склеиваются. Очень дельный совет, спасибо. Я прислушалась к вам, я тоже теперь так делаю. Ну, в принципе, на вот такие все популярные... Да, по поводу того, что в одном видео я сказала, что трубочки мои не полые, а пологие. Я оговорилась. Прошу прощения очень сильно, но оговорилась. И только потом это уже поняла, когда видео было уже в открытом доступе и все прочее. Естественно, удалять и переделывать ничего не стала. Да, моя ошибка, ну, бывает. Ну, в принципе, вот, ну и все. На все такие распространенные комментарии я ответила, однотипные. Есть очень разные комментарии, очень много, и они все разные, но в основном 70% из них добрые, хорошие, позитивные. Мне приятно, спасибо вам всем огромное. Ну, сегодня такое видео немножко длинное, ну ничего. Надеюсь, вам было интересно, вы что-то полезное подчеркнули для себя. Ну и мне приятно, что вы меня досмотрели до конца. Всем пока!